Сейчас у меня в руках самый распространенный тип пластикового плинтуса с кабель-каналом. У него верхняя и нижняя кромки эластичные. Это нам поможет достичь хорошей плотности прилегания к полу и стене. Важно заранее решить, чем будем его крепить к стене. Вариант приклеивания сразу отпадает. Такой плинтус не рассчитан для приклеивания к стене или к полу. Поэтому важно правильно выбрать саморезы с пластиковыми дюбелями. Есть дюбель-гвозди в комплекте с пластиковыми дюбелями. Их-то вам и будут предлагать продавцы при покупке плинтусов. Я не рекомендую их использовать по причине неудобства демонтажа плинтуса. Ведь рано или поздно плинтус придется снимать для его замены. А скорее всего для наклейки новых обоев или для покраски стен. Если вы ставили плинтуса для себя, то скорее всего вам же их и придется снимать. И возможно повторно использовать. Ведь установив их обратно без повреждений, вы заметно сэкономите ваши деньги и время. Только представьте, опять покупать плинтуса, фурнитуру к ним, крепеж, все это доставить домой, пилить, сверлить и так далее. Да и старые плинтуса придется собирать в кучу и как-то выбрасывать. Проблема в том, что комплект с дюбель-гвоздем прижимает плинтус к стене вот этой юбочкой пластикового дюбеля. И в отверстие забивается дюбель-гвоздь или закручивается саморез. Значит, придется, выкрутив саморез или дюбель-гвоздь, вынимать из стены такой пластиковый дюбель. А это лишний мусор в квартире. И к тому же обратно, без подмотки, такой дюбель плотно в свое отверстие, которое в стене, не зайдет. Рекомендую простые пластиковые дюбеля без юбки, толщиной 6 мм. И чтобы они были с ежиками. Тогда отлично подойдет сверло по бетону толщиной 6 мм. Если 6-миллиметровые дюбеля лысые, сверло берите толщиной 5 мм. А саморезы нужны с планшайбой. Объясню почему. Во-первых, планшайба равномерно прижимает этот тонкий пластик плинтуса, не ломая его. Во-вторых, для демонтажа достаточно открутить эти саморезы и снять только плинтус. При этом пластиковые дюбеля останутся в стене на своих местах. И в итоге вы просто прикрутите плинтуса обратно на прежнее место. Подготовим поверхность. Срезаю лишние обои. Попутно вклеил кусочек линолеума, закрыв недочет при укладке линолеума. И пошел нижний брейк-данс. Отмеряем плинтус по длине. При этом учитываем расстояние, необходимое для заглушки, соединителя или внешних и внутренних углов. Для заглушки и соединителя стыков это минус 1 мм от длины плинтуса. Для углов примерно 4 мм. Все это измеряется путем прикладывания деталей по месту, а потом и на глазок уже можно. Отмечаем и отрезаем плинтус вместе с крышкой кабель-канала. Следите за тем, чтобы крышка не сместилась случайно в процессе по каналу, чтобы, отпилив плинтус, сам плинтус и крышка кабель-канала оказались одинаковой длины. Пилю плинтус ножовкой по металлу. Для ровности прямого угла применяю стусло. Кто не знает, для чего это приспособа, загуглите. Стусло это. Полезная вещь, между прочим. Пилить такой плинтус удобнее старым туповатым полотном. Оно идет ровнее и не заедает в пластике. Все мы знаем, как часто отлетают углы и заглушки у таких плинтусов, если их чем-то случайно задеть. Поэтому советую заранее слегка приклеивать внутренние углы и заглушки. С приклеенным внутренним углом проще правильно отмерить и установить плинтус. Для этого подойдет любой монтажный клей. Прикладывая плинтус по месту, прижимайте его немного к полу, чтобы не было щели между полом и плинтусом. Делаем разметку сверлом диаметром примерно 3-4 мм. Тем самым получаем сразу отверстие под саморез в плинтусе и разметку для отверстия под дюбель на стене. Сверлим по центру кабель-канала, чтобы планшайба самореза не цеплялась за края при закрутке самореза.
Есть плинтуса с готовыми отверстиями для саморезов, но это не принципиально. Это стена из керамзитобетонных блоков. Сверлю ее дрелью с ударной функцией. Расстояние между саморезами рекомендуется делать 40-60 сантиметров. Но я делаю иногда больше, на свое усмотрение. И так сойдет. Для себя ж делаю, не на выставку. Кто проверять-то будет? Забиваю дюбеля небольшим молоточком. Теперь самое время убрать мусор пылесосом. Заслуженный пылесос «Вихрь» 1966 года выпуска. Раритет, можно сказать. Отлично справляется с работой. Ставлю на плинтус заглушки, уголки, соединители, если они там должны быть. И слегка их подклеиваю, если заранее не приклеил. И теперь прикручиваю плинтус. Советую отрегулировать усилие закрутки на шуруповерте, чтобы не передавить лишнего саморез в стену. Здесь достаточно слегка прижать планшайбу. Это чтобы саморез не промял этот тонкий пластик плинтуса за счет мягкости штукатурки стены. И в завершении вставляю крышку кабель-канала. Для этого слегка сдавливаю пальцами по краям и вставляю до упора сначала в одну, потом в другую стороны. Прижимаю ее от краев к центру, чтобы крышка с характерным щелчком встала ровно на свое место в кабель-канал. Дальше по той же стандартной схеме отмеряю, отрезаю, размечаю, прикручиваю. А уж для здоровья-то как полезен этот брейк-дэнс. Это вы почувствуете уже на следующий день, после того, как хотя бы одну небольшую комнатку сделаете. Вот так полазишь по полу часа 2-3 в день, и за неделю сбросишь килограмма 3, это точно. Я 15 килограмм сбросил меньше, чем за год. Как только начал в доме и на участке порядок наводить. Люди за тренажерные залы деньги платят, а тут все бесплатно и с пользой. Плюс экономия за счет самостоятельной работы. А сэкономил – это значит что? Значит, заработал. Ну, не всегда, конечно, и еще смотря что заработал, кроме радикулита. Тут надо тоже меру знать. А вот, например, нестандартное место. Очень короткий отрезок получается справа. И я решаю все-таки закрыть этот отрезок внешним углом и кусочком плинтуса. Должно же быть все хорошо. Для себя же все-таки делаю. Подготовлю эту связку отдельно. По соотношению цены и качества плинтуса, думаю, что самый дешманский брать не надо, так как там слабенькая тонкая пластмасса. Ну а слишком дорогой тоже не оправдает себя. Просто на ощупь сравните дешевый и дорогой, если есть такая возможность, и вы поймете, в чем разница. И еще надежность и конфигурация креплений фурнитуры, уголков, заглушек тоже имеет значение. И для надежности прикреплю угол маленьким саморезом к плинтусу. Наверняка профессионалы работают лучше и быстрее, чем я. Но я, как и большинство из вас, не профессионал. Что смогу, то и делаю чисто для себя. А профессионалы такие видео не смотрят. Им ведь уже известно все до тонкостей. И они просто честно зарабатывают своим трудом. И чтобы не остаться без работы, они не очень-то спешат делиться своими секретами. Конечно, интернет вам может что-то подсказать или навести на правильную мысль. Но каждый момент очень индивидуален, и поэтому вам самим придется решать, что вам больше подходит в каждом конкретном случае. Кстати, о демонтаже такого плинтуса смотрите следующий выпуск.